1945 года войска Первого Украинского фронта сломили сопротивление противника и 9 мая в 4 часа утра освободили город Прагу. Когда 5 мая началось Пражское восстание, мы были около реки Моравы, а советская армия севернее нас на 100 километров возле Дрездена. Изначально войска маршала Конева не имели приказа входить в Прагу. Они брали Берлин с юго-запада, а силы Жукова с северо-востока, после чего должны были получить пополнение. Но когда началось восстание, Конев получил приказ стремительно развернуть всю армию и поддержать Прагу. Путь на Прагу тоже был непрост. Немцы все еще оборонялись. Пока армия Конева прорвалась к Праге, погибло много солдат и было уничтожено большое количество танков. После Дрездена мы шли на Берлин, и нас круто повернули на Прагу, потому что Прага запросила помощи. И весь Первый Украинский фронт, куда входила и наша армия, мы круто повернули на Прагу. Мы шли день и ночь. То, что я запомнил, компас стал врать, а движение по карте. Понимаете? А карта не согласуется уже с местностью. Так уже, как говорится, местами наугад, местами по расспросам. Миновали вот этот перевал горный, Чехословакию. И вот в Прагу вошли. В Праге в самой уже боев не было. Только лишь задерживали отходивших, немцы уже бросали оружие, некоторые отдавали. Советские войска подошли к Праге с двух направлений – с севера от Берлина и с востока. Они приблизились к окраинам Праги вечером 8 мая и ранним утром 9 вошли в город. Мы шли день и ночь, спали на ходу. Можно спать на ходу. Причем один идет посередине, двоих ведет по бокам, они спят, а он не может уснуть. Ну, а так как меня никто не вел, я уснула и свалилась в кювет. Очнулась, солнышко, никого нет. И я пошла в обратную сторону. Потому что навстречу мне вдруг едет на Виллисе командир полка, остановил машину. Ты что, уснула? Уснула. Чего ж тебя не подобрали? Не знаю. А куда идешь? Догоняю. Так ты же идешь, говорит, в обратную сторону. Важно понимать, что в самом начале восстания, 5 и даже 6 мая, никто не знал, что война уже почти закончилась. Она могла продлиться еще месяц, 2 месяца, может быть, еще полгода. Немцы продолжали сражаться за Богемию и Моравию. Когда же стало ясно, что война окончена, немцы бросились бежать, потому что никто не хотел попасть в плен к советским солдатам. Мы шли по цветам, мы обнимались, целовались с местными жителями, с чехами. Так встречать, как встречали нас чехи, вы знаете, это невозможно передать. Мы были самыми родными людьми. Мы обменивались с ними всякими значками. Мы обменивались, правда, они иногда просили нас, брались за наши ордена. Мы ордена, конечно, не давали. А вот всякие звездочки из погон и отовсюду это обменивались. Погода была изумительная, солнце, тепло. Мы шли сплошной людской коридор, и все кричали «Наздар». «Наздар, Наздар» и куда-то. Мы вместе. И вот так Прага была взята в основном без боя. Может быть, где-то кто-то, какое подразделение с немецкой или с нашей стороны вступало в бой. А крупного, даже таких как дивизионы, уже сражений не было. Прага была освобождена. Кремль ждал вот этого момента Праги. Когда донесли, тогда было объявлено и о конце войны,
там была поставлена точка. Второй раз уже так не переживешь, даже как тогда кричали, плакали, обнимались, целовались, стреляли. Кто из чего мог, все стреляли вверх, выпускали патроны. Правда, потом решили, что еще и война не закончилась. Для нас действительно война не закончилась, потому что мы вошли в Прагу 9 мая, но мы еще воевали. Мы еще воевали до 11 числа, это точно. Все войны приносят множество смертей. Достаточно лишь взглянуть на кладбище Красной Армии или англо-американское кладбище в Чешской Республике, чтобы понять, чего стоили последние дни Второй мировой. Советские солдаты гибли на всем пути к Праге, в то время как мы уже были практически уверены в победе нашей и наших союзников. День рождения – это не праздник по сравнению с Днем Победы. Днем Победы – это жизнь.